вообще такой, ты такой красивый, и ты такая красивая. Спасибо. Доброе утро, дорогие друзья. С вами Орел и Решка, Кругосветка. И мы прилетели в Оман, а точнее в его столицу Маскат. Наконец-то, Леся, мы на Middle East. Просто уточнить, где? Это же Средний Восток. Между прочим, здесь правит султан. Здесь роскошные дворцы, дорогущие отели. И нефть, нефть, нефть. Да что ты с той нефтью? У меня на даче той нефти. Ага, расскажи еще, что ты султанша. Рассказываю. Я султанша. А я тогда кто? А ты Решка. Угу, султанша Орел. Орлиха. Arabian Night. Вот. Так надо вот всегда так говорить, султанша или там королева. И значит, вот понимаешь, вот я сразу сказала, что я султанша, вот я и буду султаншей. Боже, это же прекрасно, в дорогой стране. Наконец-то всё будет Рюкзак дорогое. отдай! Ну нет, нет, почему ты? Нет. Нет. На краю Аравийского полуострова лежит родина сказочного Синдбада-морехода – белоснежный город Маскат. Невообразимая роскошь посреди пустыни. Мудрый султан. У Маската есть все, что нужно городу из сказки «Тысяча и одна ночь». Даже непонятно, каких чудес тут больше – рукотворных или созданных природой. Хочу большую и белую машину. Вот чтоб большая и белая. А что? Здесь у всех такие автомобили. Да. Именно такую. Большую и белую. Большая белая машина – это must-have оманского богача. Белая, чтобы не нагревалась на жарком солнце. А большая, чтобы с комфортом можно было проехать и по горам, и по пустыням. На моей Toyota Land Cruiser можно ездить хоть по лунной поверхности. Hello, Hello, my name is Lisa. my name is Yunus. Юнис, nice to meet you. Nice to meet you too. Это мой водитель и сопровождающий на целый уикенд. Окей? Let's go. Во. Прежде чем ехать в город, надо обменять деньги. Представляете, оманский реал в 2,5 раза дороже доллара. Так еще и мало того, здесь 1 реал – это 1000 копеек. Какая же здесь интересная экономика в этой стране. Итого, у меня на 2 дня всего 38 реалов и 51 байс. Впервые за историю Орла и Решки мы получаем так мало местных денег. Excuse me, is the bus station here? Bus station. Что, не понимаешь? Bus station, автобус. No. Что-то никто не понимает. Excuse me, hello. Could you tell me where is the bus station? Вот это понятно, уже сложнее в этом становится городе. Пока я ищу транспорт, расскажу вам о местной особенности. В Маскат не впускают женщин без сопровождения. С ними обязательно должны быть мужчины, причем старше по возрасту. Пришлось сказать, что мы с нашими операторами. Человек, подожди! Судя по всему, общественного транспорта до города здесь нет. Ну не идти же мне 40 километров пешком, да еще и по 40-градусной жаре. How much is it to go to the center? Center City. Ага. Center City. Yes. In 6 real. Это очень дорого. How 6 much? ту максимум. 2? No? 3, okay? Вот вам еще одна местная особенность. В Маскате нет четких тарифов за проезд в такси. С таксистами надо торговаться как на рынке.
Я легко сбила цену в 2 раза. Маскат производит впечатление стерильного города. Здесь такая чистота, будто каждый день готовятся к Олимпиаде. Дороги ровные, как стеклышко. Домики, как пластиковые. Кажется, что этому городу не больше 5 лет. Оман – одна из самых чистых стран мира. Сразу понимаешь, что здесь достаток и процветание. Очень красиво. Дворцы проезжаем. 100 метров дворец, 100 метров дворец. Красиво. Как в сказке просто. Прямо целый район от этих белых красивых домиков. Действительно, все, абсолютно все белое. Здания, дома, вот все постройки, я смотрю, только пальмы зеленые, все остальное белое. Даже отбойники на дороге белые. О Маскате у нас мало что известно, так что буду вас с ним знакомить. Начнем с того, что Маскат – это столица султаната, по-нашему королевство. Здесь всем заправляет султан. This is Sultan. Yeah, this is our Sultan. If we say he's the best, no, he's more than the best for us. He's our hero. Это султан Кабус бен Саид аль-Бусаид. Последние 45 лет именно он безраздельно правит страной. Ничего себе. Ну вот он, дворец султана. Как и положено порядочному султану, Кабус сказочно богат. Его состояние оценивают в $7 миллиардов. У него есть огромный дворец на суше и не менее огромный в море. That is one of the yacht of the Sultan. It's called Al Said. Ой-ой-ой, яхта султана. This is big. Yes, it's about 7 floors. 7 floors. Я такой яхты еще не видела. Никогда. Но тут ни у кого язык даже не поворачивается спросить, а не слишком ли много денег у султана? Тут его просто боготворят. Представляете, ведь до правления Кабус аль-Саида не было толком ни образования, ни здравоохранения, ни радио, ни телевидения. Ни дорог, ни аэропортов, ничего. Султан отстроил страну буквально с нуля. Настоящий мужчина. Где он? Хочу знакомиться. Кабус, ты где? Беда в том, что султану Кабусу уже 76 лет, а наследников у него до сих пор нет. И кому перейдет страна после его смерти, неизвестно. Красота. Маскат нельзя назвать супертуристическим городом. Но здесь есть тройка достопримечательностей, которые обязательно должен увидеть каждый гость. Национальный банк, главная мечеть и дворец султана. Дворец я уже посмотрела, идем дальше. Но главное богатство Омана – это не дворцы и яхты султана, а горы, оазисы и красивая природа. Так что я отправляюсь в горный тур. Иха! Go. Лучшее, что может придумать богатый турист – покинуть Маскат и посмотреть самые удивительные уголки Омана. Маскат – город очень узкий и длинный, как кишка. Растянулся он аж на 40 километров. Самые интересные места тут находятся просто на космическом расстоянии друг от друга. Вы же знаете, эти красоты мне совсем не красоты. Быстрее бы уже дойти. Просто хочу воды попить. И новые ноги пригодятся. А общественного транспорта в городе нет. Говорят, ходят какие-то маршрутки для рабочих из Индии и Пакистана, но их никто не видел.
Голову страшно печет. И обратите внимание, таких сумасшедших, как я, на улице почти нет, никто не гуляет. Все ездят в своих крутых навороченных тачках. Ой, я тоже хочу тачку. А вот и хорошая новость. Арендовать машину в Маскате можно меньше, чем за 30 баксов. Да и бензин стоит всего 30 центов за литр. Я тут подумала, с такими огромными расстояниями в городе и с такими низкими ценами на авто, что я парюсь? Возьму себе сейчас машинку. Карты, правда, у меня нет. Зато я знаю, у кого она есть. Алло? Регина звонит. Да, Региночка, добрый день. Что дать? Карточку золотую? Не, ну, такая просьба. Может, тебя еще в гостиницу поселить и оплатить ужин? Ладно, я же добрая душа. Я же хочу быть султаншей. Ну да, сейчас я приеду. We must turn around. Yes. Ну, Лесечка, родная, смотри, я уже все узнала. Тут денег не надо. Ты просто даешь залог, а потом тебе его возвращают. Моих $100 вообще полностью хватит на машину. Честно. The cheapest car. Самый дешевый. И может еще... Может быть, самую... Гостиницу, может быть, еще, пожалуйста. Пожалуйста. Загуляем! Ну вот он мой железный, верный друг на ближайшие 2 дня. Между прочим, за очень хорошие деньги я взяла эту машину. Полный фарш! И по такой низкой цене. Мне достался нормальный, полногабаритный Nissan. А главное, здесь есть кондиционер. И он работает. Места столько, что в нем жить можно. А почему бы и нет? Хостелов тут нет, а отели стоят от $50. Подкрашу губы, проверю лак, поеду кататься по городу Маскат. В смысле, уже поехала кататься. Оман – страна диких коричневых гор, похожих на огромные куски молочного шоколада. Сейчас их удобно рассматривать, проезжая по первоклассным трассам. Но еще полвека назад Оман был другим – нищим и пустынным. Я отправилась в первый пункт своего горного вип-тура, чтобы увидеть, как раньше жили оманцы. Ну, наконец-то. Зелень радует глаз. Но самое главное, зачем я здесь остановилась, чтобы посмотреть на уникальную оманскую деревню, которой 450 лет. Старинная деревня Аль-Хамра. Раньше все оманцы жили в таких. Строили хлипкие домики из глины, ставили их вплотную друг к дружке, чтобы на улицах всегда была тень и прохлада. А рядом с деревней всегда высаживали огромную финиковую рощу. Все из глины. Пахнет глина везде. Еще напоминает запах бабушкиной печи.
Сейчас в такие деревни водят туристов и показывают, чем раньше занимались оманцы. Готовили пресные лепешки, Прикольно. Ой, извините, что-то не сильно получается. Не получается. Ну, вручную мололи муку, получается. готовили домашнюю косметику, Красиво. выдавливали масло из фисташек, а остатки использовали как пластилин для детей. Так в Омане жили сотни лет, пока не нашли под этой пустыней море нефти. В благодарность Аллаху за процветание своей страны султан Кабус воздвиг одно из чудес Маската – огромную мечеть. Оп! Теперь готовы идти в мечеть султана Кабуса. Между прочим, это 3-я в мире мечеть по размерам. И, по-моему, самая красивая. Видите, мечеть открыта не только для верующих, для мусульман, но еще и для туристов. На мечеть имени себя Кабус не поскупился. Отделал ее мрамором, золотом, дорогой эмалью. А купол мечети он венчал люстрой с 5-этажный дом. Люстра весом 8 тонн. Там 1122 лампочки. А уж про камни Сваровски я вообще молчу. Даже себе не представляю, сколько она стоит. Но султан подумал и решил, маловато будет. И заказал ковер ручной работы размером с футбольное поле. Представляете, его ткали 600 иранских женщин. А раскладывали его вообще 4 месяца, потому что именно здесь соединяли кусочки, из которых он состоит. В мечети мужчины и женщины молятся отдельно. Это мужской зал. А сейчас посмотрим на зал для женщин. Да, мраморные стены и половичок, как у бабушки. Да и все, собственно говоря. Султан решил, что женщинам и так сойдет. Потому что говорят, что женщинам не обязательно сюда приходить и молиться. Лучше пусть дома молятся. А вот мужчинам нужно приходить в мечеть 5 раз в день. Мой горный вип-тур включает в себя проживание в шикарном 5-звездочном отеле Алила Джебель Ахдар. Находится он высоко в горах, прямо на краю ущелья. Ну, вот оно, пристанище богатого туриста. Как говорится, Тархадаль или Мархаба. Ну или по-нашему, заходите, пожалуйста. You ready to look at the room? No. You're not? 1, 2, 3, yes. Okay, let's go for it. Here we go. 1, 2, 3. Voila. Пожалуйста, чтобы было красиво, красиво и роскошно, красиво и роскошно. В моем номере за $1000 все чистенько, мягенько
Интерьер отделан оливковым деревом и натуральным камнем. Ну, честно говоря, я думала, здесь будет побогаче. Нет ни шика, ни блеска, ни тебе изумрудов, ни леопардовых шкур, ничего из того, что любят арабские шейхи. I'm going to show you the best thing, the view. 1, 2. Have a look. This Матерь Божья. is the pool. Боже. Вот это да. Вот это да. Классно. Вот это классно. Спасибо, Боженька, Боже, спасибо. Роскошь в Маскате не знает границ. Тут есть такое, вы сейчас просто обалдеете. Летела, значит, в Маскат и прочитала в интернете, что здесь есть двери из чистого золота весом 20 тонн. Не поверила. Но вот сейчас увидела и просто обалдела. 7 метров в высоту. 20 тонн. $100 миллионов реал. Золотая дверь за $300 миллионов. Погоди. Погоди. Это что? Не золото? Что это за выцвевшее зеленое здесь по краям? Друзья! Дверь не настоящая. Посмотри! Это медь или бронза. Вон, остается зеленая. Вот это разводят туристов. А я-то сюда перла сколько километров, чтобы двери посмотреть. Вот курица. Excuse me, could you please tell me, is this gate from gold? Golden Gate? Like gold. Maybe before it was golden. Same, like this, like you see, like gold. Как такое может быть? Что за эпик фейл? Уа. В общем, знайте и другим расскажите. Золотая дверь стоимостью в $300 миллионов – это брехня. Просто блестящая дверь. Тьфу. Сейчас я отправляюсь к самой высокой точке Омана. Местные называют ее горой солнца. Говорят, что оттуда открывается потрясающий вид. Ой-ой-ой-ой, какая там красота за окном. Гля. Как будто планета Меркурий. Я не знаю, я не была на Меркурии, но мне кажется, Меркурий выглядит именно так. Вот здесь на высоте температура понижается, поэтому местные именно сюда и приезжают, чтобы насладиться прохладой, отдохнуть от жары. Верхушка горы Солнца находится на высоте почти в 3 километра. О, Боже! Как страшно! Вот это да! У меня аж дух перехватило. Я аж дышать не могу. Адреналин разыгрался так, что прям хочется сейчас взлететь над этим всем.
Ну как в таком месте не сделать селфи? А я как раз читаю про 12 глупых смертей во время селфи. Время позднее, пора бы и поужинать. В Маскате еда дорогая, так что бюджетному туристу выгоднее поужинать в забегаловке гастарбайтеров. Вид на океан. Сижу как султан. Лепота. Ой, кто бы говорил. Вот как проводит вечер нормальная султанша. Вот бы еще джакузи. Я сама себе джакузи сделаю. Оу, это мне? Все? Это я заказала? Класс! Итак, за 2 реала или за $5 тут можно заказать целую скатерть-самобранку. Рыбка, рис, лепешки, 2 тарелки салата. Леся, кто султанша? Я султанша. Кто султанша? Я султанша. Все. Я же девушка, леди. Знаете, такая домашняя, как бычок. С прожарочкой, солененькая. Чаще всего в Омане обслуживающий персонал – это пакистанцы или индусы. Ну, если вы хотите дешево поесть, то, соответственно, вы поедите какую-то индийскую или пакистанскую еду. Потому что, извините, арабская кухня у нас для богатых, знаменитых, таких как моя соведущая Леся. Какой длинный был день. Надеюсь, ночь будет такой же длинной. Потому что хочется выспаться, султанша. Здравствуй, кровать! Я заняла 2-спальную кровать большую, а тебе, Олежка, ну вот, выбирай любую окошко. А утречко-то доброе. Но не у меня. Наверное, у Лейси. Какое-то такое бодренькое утро. Зато свежо. С утра пораньше я отправилась в следующий пункт своего тура – городок Низва. Низва – это древняя столица Омана. По сути, это даже не город, а одна огромная крепость. Когда-то эти стены штурмовали полчища кочевников, а осажденные лили на них сверху кипящий финиковый мед. Это, конечно, все интересно, но я приехала сюда не крепости разглядывать. Здесь на рынке проходит самый большой аукцион животных. Мне кажется, будет очень интересно. Пойдем, поторгуемся.
Со всего Омана сюда съезжаются продавать своих верблюдов, коров, коз и козлят. Дайте посмотреть. Здесь все не так, как у нас. Покупатели толпятся, а продавцы ходят по кругу и показывают свой товар. Клиенты подзывают к себе торговца, рассматривают товар со всех сторон. Сегодня на вечер у меня запланирован ужин с изысканным блюдом – козленком по-омански. Я решила сама выбрать того, кого съем на ужин. Так, давайте, разойдитесь, я хочу купить козу. Мне нужна коза горной породы с розовым пятачком. Она здесь самая дорогая и самая ценная. Черный пятачок. А мне нужен розовый. Покажи зубы. Зубы покажи. О, розовый пятачок. It's a pink nose. Сати. С розовым носом. I give you Сати. 45. Все, я беру за 45. Какого себе оторвала козленка? Оман почти на 100% это мертвые пустыни и дикие горы. Но и здесь есть настоящие природные чудеса. Одно из них – Вади-Шааб. Говорят, что в Вади-Аль-Шаб есть сказочно красивое место. Ну, сейчас мы попробуем до него добраться. Hello. Hello. Excuse me. How much is the boat? 1 riyal each for 2 ways. 1 реал? Поехали! 1 реал, это ж вообще. Окей. Лодочник перевозит на ту сторону реки. Thank you. А оттуда еще час ходьбы по горам и ущельям. Спасибо. 2 раза в месяц недалеко от Маската происходит страшное кровавое зрелище, на которое съезжаются со всех уголков страны. Есть у оманцев странные, но впечатляющие развлечения – бои быков. Участвуют в таких поединках огромные животные, специально откормленные молоком, медом и финиками. Они сильные, брутальные, распаленные, как боксеры-тяжеловесы. Мычат, хрипят, пускают пену и с яростью роют землю, предвкушая бой. Ох, какой он мощный! Сначала быки вроде как и не хотят драться, поэтому их силой подтягивают друг к другу. Но как только быки коснутся друг друга лбами, у них будто крышу сносит. Зрелище, конечно, дикое, как будто бодаются 2 грузовика. Правила боя простые. Кто первый струсил, тот и проиграл. Ой, как коцнул его! Побежал бык, побежал по арене, побежал. Хоть бы не сюда, боже.
выбежал. Побежали его ловить. Ох, и зрелище! Боже! Если честно, бои быков в Маскате оказались совсем недорогим развлечением. Оказалось, что ставки тут делать нельзя. Это запрещено исламским законом. Так что такой себе бесплатный театр. Местным нравится, а туристам, один разок сходить можно. Вот он, победитель сегодняшнего состязания. Бык бурый выиграл в 3 раундах. Но пока его держат, я побежала. На дне глубокого каньона озера с водой такого цвета, как будто она с каких-нибудь Мальдив. Вот, молодец. А я так не хочу. Вади-Шааб – такой себе природный аквапарк. Хочешь – плавай. Хочешь – исследуй гроты и пещеры. И что главное, вся эта красотища абсолютно бесплатна. Вот прям рекомендую. Ну что ж, пришло время богатого ужина, для которого я выбрала козленочка с розовым носом. Итак, традиционная оманская трапеза. Сначала лепешка с закусками, салат с гранатом. Ах, ну и гвоздь программы – козленочек, запеченный в банановых листьях. It's your main course, Omani Shua. This is traditional Omani dish, like a piece of lamb marinated with Arabic spices and wrapped with banana leaf. We are cooking from the underground clay oven with flaming charcoals for 24 hours. Супер. Thank you very much. Thank you. Рассказал мне вкратце, как они готовили козленочек. Прямо вот разваливается, настолько мягкое. Надо отдать должное ресторану за то, что так приготовили мясо. Козленок просто персик. Мясо нежное, вкусное, томленое, с ярким ароматом восточных пряностей. Ой, да что я вам рассказываю? Надо это пробовать. Хабиби, дружище, ну как ты тут? Мама поела, можем ехать, да? Тебя я на утро оставлю. Я шучу. Окей, let's go. Ну как можно съесть такую прелесть? Okay, Yunus, thank you very much. It's my pleasure. It's a pleasure for me. I can trust you. Yes, why not? Take care of him, please, and I will don't do that. eat. I'll promise you, he will be in a safe hands. Bye, Хабиби. Пока, малыш.
Say bye bye. He will be in the same hands. Thank you very much. Bye. Bye bye. Bye. Друзья, здесь в Омане по традиции прячут для вас бутылочку и 100 прекрасных долларов для всех султанов и султанш. Айда, искатели приключений! Айда, едьте в Оман и ищите клад! Если вдруг останетесь в Маскате без денег, вы знаете, что делать. Приезжайте на улицу Аль-Бахри-Роуд, на перекресток с улицей, ведущей к парку Калбух. Ищите там синий указатель. Напротив него есть скала, под которой мы и закопали бутылку с кладом. Удачи! Все, вперед, мои искатели приключений! Маскат – это город спокойного восточного шика. Красиво, как в сказке просто. Потомки Синдбада-морехода хоть и сидят на миллиардах нефтедолларов, но не выпендриваются и не разбрасывают золото на каждом шагу. Удивительное дело для богатой арабской страны. Это что, не золото? Из-за этого Маскат кому-то даже может показаться скучным. Но на самом же деле это просто город, где нет никаких проблем. Вот это да! Ой! Побежал бык! Кто султанша? Я султанша! Спасибо. Все-таки чудесная арабская ночь. Так тихо. Султанша Леся Теперь громко. говорит «Добрый вечер». Добрый вечер. Ну как вы? Как вам этот прекрасный что тебе сказать? город? Во-первых, я была на яхте арабского принца. Во-вторых, я была во дворце султана Кабуса. Есть такой. А в-третьих, я видела его лично. Султана, да. А он тебя видел? Он меня отовсюду видел, с каждого магазина, с каждого борда. Смотрел на меня уже Слушай на груди. сюда, слушай сюда. А я была в большой белой машине. Ага. Ездила в большой горный тур, посещала большой каньон, оттуда сразу в большой отель, потом в большой ресторан, потом на большой рынок, а в ресторане большом, в котором я сказала, что я в большой ресторан после большого рынка заехала, заказала больше, чем все остальные. Вот, а больше тебе знать не надо, все остальное в самолете. До скорых встреч, друзья! Султанша говорит пока, все, пошли. До свидания. Что рассказывать? Теперь на самом деле расскажи, какого султана Нет, ты там видела? Я чувствую подвох. То таксист был, да? Нет, Таксист.